Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наше исследование, погружение в глубины истины, осознания. Итак, мы прошли с вами знакомство с тем, как сознание погружается в растительный мир. Рекомендую смотреть все видео поступательно, потому что если, скажем так, смотреть просто это видео, это будет вырвано из контекста и будет непонятно, о чем мы вообще говорим. И мы продолжаем. Это видео будет более практического характера, и мы будем исследовать состояние нашего сознания, путешествие в мире растительном. Напоминаю о том, что мы говорили, каждый из миров, он не однородный, он многослойный, в нем есть своя иерархия, своя эволюция, и мы будем исследовать уже как бы высшую точку эволюции в растительном мире на примере сознания, которое находится в духовном качестве в дубе, которое проявлено, в дерево дуб. Не все растения будут такого качества, как мы исследуем, но мы специально подобрали пример для того, чтобы разобраться. Итак, поскольку дуба у меня с собой рядом нет, здесь на видео я добавлю фотографию дуба. Это не просто фотография. Я знаю это дерево, я с ним взаимодействовал. Этот дуб называется один из дубов княгини Ольги. Там у нас в Академии духовной трансформации был когда-то реабилитационный центр. И я взаимодействовал с этим дубом, поэтому я знаю его качество. Итак, переходим к практике чувства знаний, исследования. Напоминаю, что мужчины левой ручкой воспринимают вибрации пространства, женщины правой. Хорошо очень подготовиться перед этим, подходить к этой практике в состоянии гармоничном, сбалансированном, духовно активном. Поэтому лучше провести молитву, медитацию, сонастройку перед этим, и у нас обязательно все получится. Итак, поднимаем, вытираем сначала наши ручки, условно проводим перед экраном, перед монитором, снимаем наложение с изображения самого монитора. Ручка наша, как перышко свободное, направляем на дерево. Сознание наше устремляется на само дерево. Мы как бы задаем вопрос, а что излучает это дерево? И наша ручка воспринимает как локатор отражение взаимодействия нашего сознания на своей поверхности. И мы слушаем, что же отражает это дерево на картинке этой. Кому нужно время, можно поставить на паузу это видео и дольше повзаимодействовать с этим деревом. Ну а мы переходим уже к разъяснению того, что мы исследовали, того, что мы почувствовали. Можно записать для себя ответы перед тем, как мы это обсудим, чтобы вы понимали, и потом уже сопоставить с тем, что мы будем говорить. Итак, это дерево несет в себе состояние духовных вибраций, достаточно высокого характера, более 60 до 70% состояния духовных вибраций, состояние активности духа. Это очень уже высокий уровень. Если камушек мы исследовали был около 50, то это дерево уже до 70 где-то процентов. Но оно живое,
оно меняет свою активность в течение года, и вибрация в нем может меняться во времени. Больше, там немножко меньше, но в целом это дерево проводит это духовное состояние. Что можно сказать? Ну, во-первых, сознание, которое проявлено в этом дереве, уже в нем, в отличие от камня, если камень просто как бы излучал и все, то есть было некое в нем сознание, которое излучает, и в принципе как бы все. Дерево уже имеет некую, с одной стороны, более проявленную сознательную структуру, то есть дерево уже может с кем-то взаимодействовать по одному, по другому. В нем уже эта индивидуальность больше проявлена. Индивидуальное сознание, имею в виду. Плюс в дереве можно услышать уже, ну, как бы я так слышу, некую такую уже плотность формируется вокруг него. А эта плотность, это и есть уже формирование чувственных или астральных тел, которые, напоминаю, с одной стороны становятся как бы ограничением этого сознания, но в процессе, мы изучим эту тему, в состоянии преображения они становятся инструментом выражения этого сознания в материальном мире. Выражение какого? Восприятие чувств, выражение чувств и высшей своей степени духовного совершенства – это выражение божественных вибраций на уровне чувственной сфере, на уровне астрального мира. Напоминаю о том, что не каждое дерево такое, но многие деревья, особенно высшего такого характера, это дубы, это могут быть там кедры, ну, такие уже, вы даже увидите по ним, они уже такую в себе имеют, не просто такая какая-то поросль, они такую имеют в себе индивидуальность. Они вот проводят такое духовное состояние. Это практически состояние святости, но еще не осознанной святости, не преображенной. Мы об этом поговорим позже. И на самом деле с каждым деревом можно научиться общаться и взаимодействовать. В свое время я вот любил кататься на велосипеде и гулять с детками. И со мной часто детки со двора, там родители их самих не отпускали, а со мной отпускали. И они ездили со мной в лес. И им было интересно, я им показывал, как общаться с деревом. И у них у всех с первого раза абсолютно получалось. Я их спрашивал, что вы слышите от дерева? Говорю, подайте им запрос. Какой вы получаете ответ? И они все четко слышали, как каждое дерево с ними взаимодействует. Потому что у детей еще этого барьера восприятия нет, сознания. Естественно, родители потом этих детей смотрели на меня странно, но мне как бы, я свою, скажем так, определенный опыт делюсь, отдаю, а люди уже пусть решают, как к нему воспользоваться. Можно общаться совсем с деревом. И даже можно прийти к такому дереву, оно имеет в себе достаточно духовный сильный потенциал для того, чтобы активизировать, вот смотрите, как истинное исцеление работает, активизировать истинный потенциал в человеке, потенциал чего? Потенциал духа, чтобы дух начал вытеснять деструкцию и формировать целостность. То есть целостность это и есть исцеление. То есть не просто там кто-то пришел, у него покопались, там, забрали болезнь. Причинность всегда, это будет отдельное видео, причинность болезни всегда в искажении в сознании. И вот через контакт с таким объектом вот тот же дуб может запустить процесс этого вытеснения. Но если человек сознанием своим не готов измениться, не готов изменить, скажем, причинность, что привело ее к болезни, через какое-то время оно вернется также в то же положение. Кто-то скажет, вот я был, мне помогло. А кто-то скажет, а вот я был, а мне не помогло. Не помогло, потому что по одной простой причине. Сознание
не готова к изменению, не готова отпустить причинность, то, что привело к деструкции. В принципе, я думаю, мы разобрали основные моменты, вы их поняли, и продолжим уже до встречи в следующем видео. Благодарю вас, друзья!